Ну, в чем заключается кайф постройки прицепов? В каких этапах? Что больше всего нравится? Наверное, постройка мастер-модели, то есть прототипа, с которого потом снимаются все матрицы. То есть это такой творческий процесс. В принципе, думаю, мало интересен процесс зачистки болгаркой железяки ржавой какой-нибудь. А вот творческий процесс, то есть как такое некое подобие искусства какого-то, рождения какого-то шедевра, очень интересно. И тем более мне, как человеку, который рисует, пройти вот этот этап от эскиза, примитивного эскиза где-то в поезде, нарисованного на журнальном столике, до постройки реального прототипа, вот это вот такой шаг интересный очень. Ну, первый прицеп был, по сути дела, спонтанная вещь была такая. Мы съездили на один из мотоциклетных слетов и увидели человека, который из Прибалтики приехал на, в общем-то, таком достаточно занюханном мотоцикле. Старая модель какого-то оппозита советского. И у него был прицеп, самодельный прицеп, вот именно вот такой конструкции одноколесной. Это все одно на второе умножилось, и Руслана это уже зацепило крепко. Если у меня это было просто как бы художественный такой порыв нарисовать чего-то, то у него уже совершенно конкретно заточились все гаечные ключи, сварочные аппараты прогрелись. И уже через неделю он катал пацанов на ржавой раме такой какой-то пробной. Ну, по сути дела, вот именно вот этот рывок ломовой, это заслуга Руслана в том, что это из пустых как бы разговоров, каких-то рисунков, которые потом кто-то в туалет отнесет, это все воплотилось в железяку, в пластмассу. И не просто железяку, пластмассу, такую коленочную, как у нас привыкли все люди делать. Это реально было такое изделие, близкое к фирме, первый прицеп. Ну, как бы было желание, сделал интересную вещь. А прицепы — это уже, как показал жизненный опыт, это необходимость. В долгих путешествиях без него сложно. Сложно ехать без вещей, к которым ты привык. А привык, по крайней мере, у меня в семье, езжу я всегда с женой, много вещей, которые надо брать с собой. Ну, мастерская в последнее время это вообще превратилась во второй дом, по сути дела. Для меня команда — это семья. Практически в прямом смысле этого слова. То есть я работаю с людьми, которые дополняют меня, приносят что-то в наше совместное творчество. То есть я нашу работу называю творчеством, потому как не каждая модель, которая выходит с нашего гаража, это полностью ручная работа. От эскиза до выхода в свет, это все сделано руками нашей команды. Поэтому команда — это все. Тут как у нас выходит очередная какая-нибудь железяка из работы, там тоже мотоцикл, прицеп, там, не знаю, декорация какая-нибудь в интерьер. И мы кайфуем от того, что это вот еще там месяц назад это был просто рисунок, ни к чему не обязывающий, и кто-то бы сказал, я такое нарисую там за 15 минут. А тут проходит месяц, полтора-два, и выходит реально заводская какая-то хренотень, такая, что люди, заходя в гараж, там, ух ты, а где вы взяли это? А что, сами сделали? Да ну не может быть. Getting to the
я думаю, что многие способны на, как в этом фильме «Бриллиантовая рука», многие способны на что-то, да, но не каждый знает, на что именно. Общество как бы зашорено некими стереотипами, что вот должно быть все именно так, а отступить влево-вправо не у всех хватает, там, не знаю чего, сил, решительности. Не знаю, чего не хватает, но именно потому, что все привыкли плыть по течению, минимальными силами себе на хлеб как-то зарабатывая. Мне, в принципе, я готов довольствоваться малым, но мне хочется самореализации и какого-то вот творчества, чтобы в удовольствие вся вот эта работа была не просто для того, чтобы заработать кусок хлеба, а именно получить удовольствие от сделанной работы. Вот это самый великий кайф такой, что действительно руками можно что-то, может быть, этим мы отличаемся от животных, тем, что животное тоже может ходить, там, есть, добыть еду, оно тоже может. А вот что-то придумать и сделать, это уже только вот человеческое качество.